Всем привет и добро пожаловать в мой новый выпуск, который посвящен весьма интересному проекту, сфокусированному на невиданной ранее концепции с целью создания нового мира децентрализованных финансов под названием Toxic Game NFT, о которой более подробно мы сейчас и поговорим. И первое, на что я хочу обратить ваше отдельное внимание, так это на то, что Toxic Game NFT – это первая децентрализованная NFT-игра, сделанная в Испании, что, как по мне, уже делает ее немного уникальной и автоматически интересной для большого числа пользователей. Стоит отметить, что игра ведется от первого лица, где вы как игрок будете путешествовать по цифровому миру, который принял свой облик после смертельного вируса, который убивает человечество и превращает животных в опасных монстров, где вашей основной задачей становится не просто выжить во всей этой истории, но и спасти мир. Знаю, быть может, кто-то скажет, что такой сюжет развития игры далеко не новый, но не стоит забывать, что мы сейчас говорим о децентрализованных NFT-играх. Именно поэтому в самом начале я сказала, что Toxic Game NFT предстанет перед нами с невиданной ранее концепцией, где вас опять-таки будут ждать тысячи врагов, большая коллекция NFT, о ней я расскажу чуть позже, многопользовательские испытания, включающие в себя различные сундуки, сюрпризы, награды и многие другие аспекты. Кстати, прямо сейчас у вас уже есть отличная возможность насладиться демо-версией игры, чтобы, как говорится, от первого лица поиграть и посмотреть, как все устроено изнутри. Пока же я включу небольшую демонстрацию для вас и параллельно расскажу о том, что в рамках игры вас будет ждать еще и многопользовательские режимы, среди которых можно встретить как инфекционные заболевания, разрушения и апокалипсис. Дополнять же всю эту механику игры будут инструменты DeFi, которые включают в себя и дефляционный токен, награду держателям за холдинг, механизм против китов и, конечно же, большую коллекцию NFT, которая станет доступна для всех нас уже совсем скоро. И если опираться на цитаты из прошедшей не так давно сессии AMA, то 29 декабря текущего года и состоится официальный запуск самой игры Toxic Game NFT. При этом, как видите, NFT-коллекция будет включать в себя не только оружие, символы, но и различные сценарии и даже существа. Плюс у каждого NFT будет свой уровень, который позволит прокачивать вам своего персонажа и получать впоследствии еще больше наград. Что же касается самого токена игры TXC, то создан он на базе Binance Smart Chain и, кто помнит, является дефляционным, в результате чего при каждой транзакции, как на покупку, так и на продажу, будет сжигаться по 2% токенов, что в свою очередь будет естественным образом сокращать общее предложение данных токенов, которое на минуточку составляет аж 10 квадриллионов. Однако помимо этих 2%, с каждой транзакции с пользователей будет взиматься налог, равный еще 2% от каждой транзакции, который будет впоследствии распределяться в качестве вознаграждения между всеми держателями токенов TXC, что, как по мне, здорово. Но как вы видите, на этом взимаемые комиссии с транзакций не заканчиваются, так как помимо перечисленных направлений, куда они будут распределяться, есть еще и маркетинг и пул ликвидности, куда в сумме будет распределяться еще 6% комиссии от каждой транзакции. Что, согласитесь, вполне логично, так как именно такой набор распределения нужен каждому проекту, желающему гармонично развиваться. Более того, если мы посмотрим на текущее распределение токенов, то увидим, что 30% от общего количества токенов уже было сожжено, 23% выделены для проведения публичных продаж и листинга на PancakeSwap, и еще 41% токенов TXC заблокированы на DXL для будущих объявлений, благотворительных пожертвований и вознаграждений. В любом случае все действия, связанные с этой группой заблокированных токенов, будут освещаться в официальных сообществах Toxic Game NFT, подписаться на которые вы также уже можете прямо сейчас. Что же касается других особенностей токена Toxic Game NFT, то рада сообщить вам еще и о том, что не так давно он был успешно залистен на такой информационный портал, как CoinGecko, где теперь вы легко можете подчеркнуть для себя много дополнительной информации, а именно узнать текущую цену токена, его объем торгов, рыночную капитализацию и много чего другого. В любом случае воспринимать текущий график цены токена не стоит всерьез, так как напомню вам, что официальный запуск игры намечен только на конец этого месяца, после выхода которой я уверена, что TXC даст хорошие иксы. Так как, согласитесь, игра очень интересна и атмосферна, в ней есть свои крутые инструменты как из сектора DeFi, так и NFT, позволяющие вам всецело получать еще больше пользы, выгоды и удовольствия от Toxic Game NFT.
Одним словом, дорогие друзья, обязательно приходите по ссылкам и знакомьтесь с Toxic Game NFT более подробно. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь до своего следующего выпуска. Отличного всем дня, удачи и пока-пока!